Всем привет! Сегодня будет много сыра. И сейчас вы узнаете, какое блюдо вошло бы в топ-3 лучших рецептов за двухлетнюю историю нашего канала. И что стоит обязательно съесть, когда попадете в украинскую гастрономическую мекку – во Львов. И первое блюдо готовит Андрей. Всем привет! Для него потребуется тонкий лаваш. Вырезаем 5 одинаковых кругов. Затем берем полкило сыра. У нас сулугуни и чеддер. Как смотришь на то, чтобы приготовить интересные виды сыров, например, лапландский или халуми? Только формы надо для сыроварения. Так давай закажем их на Алиэкспресс. Тем более, там запускают грандиозную распродажу с 21 по 25 число со скидками до 70%. Кстати, в это же время кэшбэк Lady Shops будет проводить розыгрыш 5 призов по $1000 среди тех, кто купит товары на Алиэкспресс. А если купить товаров на $50, то можно побороться за главный приз – $5000. Конечно, в период распродажи дадут тройной кэшбэк до 15%. Например, если бы вы с обычным кэшбэком вернули 100 рублей, с повышенным будет 300, но количество активаций будет ограничено. Мы уже отобрали для себя товары, теперь ждем распродажу. Если добавить товары в корзину заранее, то можно получить талоны на скидку. Ссылку на регистрацию в Lady Shops мы оставляем в описании. Регистрируйтесь, участвуйте в распродаже с 21 по 25 и забирайте крутые денежные призы. А если хотите, чтобы сыр тянулся, то добавьте 2 столовые ложки муки. Далее разбиваем 4 яйца. Добавляем соль и черный перец. Все перемешиваем. Теперь берем 250 грамм творога и соединяем с твердым сыром. Сыр сыром, а без мяса никак. Поэтому берем 400 грамм ветчины. Режем помидор. Кстати, если вы хотите, чтобы мы приготовили лапландский сыр и не только, то пишите в комментариях слово «сыр». А еще Таня уговорила меня на зелень, лук и укроп. А давай еще и цукини добавим. Не хочу портить хорошее блюдо. Это же чистое самоубийство. Но почему же? В омлете ты же его любишь? Окей, только половину. Кладем его в сыр. Перемешиваем начинку. Еще добавим 1/2 часть яичной массы. Далее берем форму для запекания и пергамент. Помещаем на дно широкие ленты. Они помогут легко вытащить наш пирог. А затем кладем пергаментный круг. На дно формы помещаем лаваш и смазываем яйцом. Первым слоем будет мясо и твердый сыр. Кладем второй лаваш. Смазываем яичной смесью. И кладем сырную начинку. Лаваш. Сыр. И помидор. Далее солим. Посыпаем укропом. зеленым луком
и снова с сыром. На четвертый лаваш выкладываем свежий шпинат, и еще раз твердый сыр. Накрываем пирог лавашом, смазываем яйцом и завершаем сыром. Отправляем в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов. Ух ты, как красиво! Этот пирог получился не хуже пиццы на вкус. Цукини не чувствуется, они только добавили сочность. Мне очень понравилось, рекомендую. А сейчас приготовим простое и быстрое блюдо, которым нас часто угощает старший сын. Это жареный камамбер. Вообще этому французскому мягкому сыру присущ специфический аромат. Как говорится, он имеет запах ног Бога. Но не переживайте, это характерно только для выдержанного, зрелого, дорогого и элитного камамбера. А такой, как у нас, из обычного супермаркета, имеет нейтральный аромат. Разрезаем его как торт на 8 частей. Для панировки мы заранее измельчили хрустящее печенье крекер и смешали с панировочными сухарями. Теперь камамбер обволакиваем в муке. Потом в яйце. И в панировке. Жарим треугольники в растительном масле по несколько секунд. Как только появится приятный золотистый цвет, сразу выкладываем сыр на салфетки. Чаще всего камамбер подают с ягодным вареньем или медом, либо с орехами. Сегодня мы приготовим сезонный джем из клубники. Для него берем 1 стакан ягод и добавляем 4 столовые ложки сахара. Теперь дробим в блендере. Заранее развозим 1 чайную ложку крахмала с водой. Ставим на средний огонь и как только закипит, добавляем крахмал. Убираем пенку, сразу снимаем с огня и даем время остыть и загустеть. Именно это блюдо вошло бы в тройку лучших рецептов на нашем канале. Этот деликатес – настоящий гипноз для желудка. Он похож на торт с нежной кремообразной начинкой. Но это совсем не десерт.
все же в нем больше соленого, чем сладкого. В общем, здесь грамотно сбалансирован вкус. Однажды, побывав во Львове, мы навсегда влюбились в их фирменное блюдо – штрудель с сыром и лососем. Именно сейчас мы попробуем его повторить. Первым делом сделаем простое тесто. Берем 130 грамм муки, размешиваем одно яйцо и добавляем 1/2 часть в муку. Солим. Вливаем 60 мл воды и перемешиваем. Еще нам потребуется 1 столовая ложка растительного масла. Замешиваем тесто в течение 10 минут. Итак, формируем шарик. Кладем его в тарелку, накрываем крышкой и отправляем на отдых на 30 минут. А сейчас припустим свежий шпинат. На раскаленную сковородку добавляем 20 грамм сливочного масла и 150 грамм шпината. Готовим до мягкости, постоянно помешивая. Солим. Перчим и снимаем с огня. Теперь нарезаем 400 грамм красной рыбы и посыпаем солью. Затем измельчаем 150 грамм моцареллы. Мы решили, что с творогом штрудель еще будет вкуснее, чем просто с твердым сыром, поэтому добавили его 100 грамм. Туда же разбиваем одно яйцо и все соединяем. Берем большую доску, сверху полотенце и присыпаем мукой. Теперь кладем шарик теста и распределяем сначала пальцами, затем скалкой и впоследствии дорастягиваем руками до прозрачности. Мы очень волновались, что не сможем тонко раскатать тесто, но к нашему удивлению оно получилось очень эластичным и упругим. Прям восторг! Распределяем упругое тесто по полотенцу, далее смазываем его теплым сливочным маслом. Часть посыпаем панировочными сухарями, выкладываем шпинат, нарезаем укроп, а сверху творожно-сырную массу. И финальный штрих – лосось. Обрезаем края теста и с помощью полотенца легко скручиваем рулет. Свободный край смазываем яйцом и докручиваем штрудель. Убираем остатки теста и перекладываем на противень швом вниз. Смазываем штрудель яйцом и отправляем запекаться на 45 минут при температуре 200 градусов. Через 30 минут нас шокировала эта картина. Ведь все так гладко шло и красиво получалось. И тут такой разлом. Вот и пойми теперь почему. То ли дырочки не сделали перед запеканием, то ли домашний творог пустил сок. Пока мы думаем, как нам исправить ошибку, механически делаем подливу. Берем 3 ложки домашней сметаны, измельчаем пучок укропа и, отделив от молодого чеснока зубок, пропускаем его через пресс. Солим и все перемешиваем.
Ничего лучше мы не придумали, как накрыть штрудель еще одним слоем тонкого теста. Теперь делаем дырочки. Смазываем поверхность яйцом. И отправляем в духовку еще на 15 минут при температуре 200 градусов. Надеемся, что этот косметический ремонт исправит ситуацию и получится красивая картинка. Практически идеальный штрудель готов. Немного его остудив, еле выдерживаем, нарезаем на порционные кусочки. Больше для красоты, чем для вкуса, посыпаем копченой паприкой и украшаем базиликом. Подаем со сметано-чесночным соусом. Это ничем не хуже того отличного штруделя, который мы ели во Львове, даже сочнее. Думаем, что вам не надо напоминать про лайки, подписку и рекомендации своим друзьям канала Тандем АТ. Вы и так все знаете. И без напоминания поощряете нас своим вниманием и приятными комментариями. Это здорово. Благодарим вас за это. Обязательно участвуйте в летней распродаже AliExpress, получите свой кэшбэк и возможность выиграть классные призы. Ссылка в описании. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!